And this will start. It starts now. Так, что у меня здесь по звуку? Так. Где, блин, канал откройся. Вот. Раз, два, три. Да блин, подскажи мне. Раз, два, три, четыре, пять. Как звук? У меня... у меня на минимум включено. Так, теперь... Все, теперь нормально. Так, окей. Хорошо. Близко Elysium. Поехали. Что у нас тут по тому, что мы делали? Так, по заданиям. Шлюз-то ладно. Узнайте информацию о серийном номере. Но это опять надо ждать. Татуировки жертвы. Спросите кого-нибудь о том, что могут значить эти татуировки. Надо у этого, у антистанчика того самого главного спрашивать. Ой-ой. Да ё-моё, я не выключил звук, и в итоге слышно было, как я чихаю, да? Так, вроде не было слышно, вроде по ушам не давало. На это надеюсь, по крайней мере. Так, ладно. Татуировки у антистанчика спросить. Кто позвонил в участок, это неизвестно пока. Исследуйте потайные коридоры танцев, это пока неизвестно. Спойте под караоке, не знаю как. В чем заключается загадка, раз. Надо головомер надо идти. Привет. Приведите к квартире 28 после. Угу. Это надо ждать, и это найти пистолет тоже надо ждать. Тут тоже надо найти краску. Возьмите показания у председателя профсоюза. Это сделать, проведите вскрытие. Но это тоже надо будет сделать. Найдите перчатки из комплекта брони. Найдите свою геральдическую птицу. Ёп. Сейчас, секунду.
Ага, меня было не слышно, отлично. Погнали. Так, там я был. Сейчас надо будет пойти, не знаю, оправдать свою превьюшку и пойти поговорить с головомером. Чтобы разобраться с этой расовой теорией, которую я не принимаю. Но при этом ответить так, чтобы Кима не оскорбить, наверное. Тут, кстати, можно и с этим поговорить, но... Ну, сейчас. 5. А у тебя нет каких-либо советов насчет того, как половчее сдвинуть мужику по роже? Скажем, здорового такого расового теоретика, который охраняет кнопку. Давай. He might have some advice, but you got to at least try to fight measure head first. Return if you fail. Понятно. The unpromising raised pupil returns. А, почему ты не с парнями Харди? I am not the first line of defense. I am the Все равно last. берега. In addition, these so-called hardy boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degraded. You pick up on something artificial in his tone, like he's putting on an act. This is unlike him. He is usually more himself. Но вы же все входите в профсоюз. Тут что-то большее. Что ты имеешь против них? Порядка, наверное. The hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Simonees. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. Тут что-то больше, что ты имеешь против них. Fine. They have recently fallen under the influence of a possibly sexually perverted female vagrant and a narcotics peddler. It's shameful. У меня уже, кажется, есть догадки. Надо посмотреть эти подошвы этой женщины, которая у нас в отеле живет. Ну, либо еще этот садовница. Хотя мне кажется, что все-таки эта женщина, которая в отеле. Как ты говоришь? Interesting. Так, давай уйдем. Сохранимся. Я хочу попытаться. Просто посмотреть, что будет. How did this happen? Your little fist is in his giant hand, and he's squeezing it. It hurts. You must be out of your mind, degenerate drunk. Say it. I am a degenerate alcoholic. Я полицейский. До свидания. Все-таки да. Лучше этого не делать, потому что у меня стойкости 0. The unpromising raised pupil Ну, returns. And любопытно, что вы собираетесь заместить жителей акцидента
пользуясь их же собственной расовой теорией. Все это сведения всего лишь придумка богачей, которые хотят заполучить ваши деньги. Это просто позерство, чтобы шокировать людей, либералов и прогрессистов. Это то, что захочешь. Это все словесное упражнение на свободной ассоциации дегенерат расовый герой. Не знаю насчет всего остального, но мне совершенно ясно, что я должен перестать употреблять древний лермарский яд для разума алкоголь. Вся эта помойка готова уступить место ареопагистскому супергосударству. Я могу служить чиновником в вашей администрации. Может, вам пригодится полицейский? Так, давай про алкоголя. The Revacholian degenerate shows signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? Чего удалось добиться? Я протрезвел на 5 минут. Я представил себе раздутую кожу пустынного пигмея, который смеется надо мной, ухмыляясь во все свои кривые зубы. Я представил себе женщину, которая в глубине души смеется надо мной, внешне жалея, чудовищно и прекрасно. Мне всегда было на 100% ясно, ответ на расовую загадку заключается в том, что мне нужно забросить пить. Давай последний. So it would seem, Thorleful. I find myself at a crossroads. On one hand, this pathetic self-therapy has little to do with the great mystery of living organisms, the race enigma. And, of course, you will not be able to free yourself from the yoke of rule. It is too late. It may be lethal to stop at this point, but Он замолкает, погружение в сомнение. if the Revacholian degenerate is capable of critical thought, he may still prove a race adversary. Why should I help my adversary? Он смотрит на красную кнопку, пытаясь найти ответ в своих действиях. Jan, baby. Do the heroic. Во-первых, я смогу бросить пить. Теперь открою дверь, и мне надо поговорить с своим шефом. Во-первых, я смогу бросить пить. That is not possible. The game of Shahmat you play against the rules tricks is unwinnable. The days, the weeks, the months will wear you out. The Occidental Group is Ты ошибаешься, я бросаю пить. You will not. You cannot withstand the wasteland of reality. It's super hard, Jan. My mom couldn't do it either. А теперь открой дверь, и мне надо поговорить с Very ним. well. You may enter once. Our conversation here has concluded. Well done. Let's go. Как я говорил. Так, подожди. Я хочу эту мысль. Пустошь реальности. Временный бонус исследования. Минус 2 грубая сила, бессонница. 20 часов, йоу! От твоего внимания не ускользнет тот факт, что ты алкоголик, и что это болезнь, и она тебя убивает. Ты ползешь по жизни на коленях, волоча по земле, раздутая от браги брюха. Твои мысли то заплетаются, то несутся бешеным галопом. Волосы слиплись от сегодняшней испаренной и вчерашней блевоты. Наверное, они действительно правы, что угодно лучше, чем такое. Даже суровая реальность, может, ты сумеешь бросить пить? Хочу. Так, давай. Пустошь реальности, поехали. 20 часов минус грубая сила. И что у меня там от грубой силы осталось? Физиология у меня вообще в минусе. Ну вот, да, грубая сила. Так, F5.
С этим можно еще поговорить. The unpromising race pupil. Давай, пошли, дверьку. О, вот здесь я уже не был. Стандартный конторский шкаф с картотекой. Похоже, ящики заперты. Кто-то оставил кофемашину включенной. Темная жидкость в кофейнике походит на разумное существо. Ясно. Пишущая машинка Дэви, название модели указано на задней панели. Сверху на листке написано «Каждый рабочий член правления». Внизу логотип профсоюза и надпись «Требуем демократии». Подожди, дверь заперта с той стороны, ее можно открыть только картой и ключом. Похоже, придется все-таки поговорить с председателем профсоюза. Ну да, в любом случае. Тут что-то лежит. Получен предмет, краткое. Так, где? Вот. Краткое введение в инфраматериалистическую теорию, предназначенное для широкой аудитории. Этот экземпляр провел немало времени в чем-то заднем кармане. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Причем тут Фрисель? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Пролистать страницы и посмотреть, что бросится в глаза. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections: international developments, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Международное положение. Хочу узнать, что творится в мире. Прочитать колонку редактора, что такое Kunst und Kultur. Посмотрим, что они имеют в виду под местными вопросами. Брать журнал. Давай сейчас уберу журнал. Блин, тут время бежит. Надо потратить время на то, чтобы днем общаться с людьми. Открытка. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Посмотреть папки. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol. Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Есть что-нибудь интересное? It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. То есть сосредоточиться, но строки плывут у тебя перед глазами. Всего лишь заставить себя посмотреть ящик, посмотреть папки. Сейчас закрыть ящик. Опа, что это? Jamais vu. Derealization. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask
choice messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Окей, жемовил. Давай Fire пытаться. cabinet stands steady as ever. Whatever's О, hidden here получилось. is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Написано от руки, прилипшую к стенке ящика. Посмотреть. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. All Ради items этого я, on the конечно. list have been crossed out, and the note itself is crumpled. Повернуть к лейтенанту Ким. Смотри, список дел для Эврара. Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. The special borscht seems a bit odd in the list. Особый борщ странным образом выделяется в этом списке. Remember, Leo, all items on the list, the Так, drawer ясно. slides shut. Особый борщ, видимо, взятка в этом. Ну, мне представляет, что взятка в танцах. Что здесь вообще? О, лекарства. О, очки. Очки, что делают эти очки? Вот. Так, +1 визуальный анализ. Хватает выразительности, драма. Заявились в офис профсоюза работников порта. Идеально завалялись. Идеально подходит, чтобы заполнять бумаги, когда солнце бьет в глаза, а также чтобы грозно смотреть на подозреваемых. Нормально, мы теперь выльем. Точно. Открытка. Ламинированная открытка. Тут одежды, блин, у меня дофига. Вот плащи всякие, джинсы. Вот, ой, случайно. Чё? The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in sur-le-clay into the apricot-flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Нормально, подожди, у меня тут, оказывается, всякой одежде может быть всякая штука интересная. Так, а я был... Стой. Концептуализация. Стой, подожди. Подожди, что делает мой мой плащ, в котором я хожу? Там на лето. Так, где еще может это джинсы стандартные? Плюс 3, что плюс одна логика, минус авторитет. Я уже был в очках, оказывается, я уже это не помню. Так, что у меня вообще по бонусу? У меня самообладание. Без самообладания я могу
Так, способом косвенного налогообложения самостоятельный добытчик. Что это значит? Так, вот это, если я не знаю, что это, я это прогуглю. Черные туфли с пряжками. Потому что, чтобы понимать, что это значит. Черные туфли с пряжками. Что значит? Так, находится... А что дает это? Black Shoes, давай посмотрим. Так, увеличивает ваш... Это к мысли дает бонус. То есть, если написано вот такую штуку, то значит это относится к мыслям. Косвенное налогообложение, да, у меня есть такая мысль. Где тут? Да, вот способы косвенного налогообложения. Оно дает +1, то есть у меня будет плюс еще 2 там к решению. Но мне это нафиг не надо. Что концептуализация дает? Как тебе посмотреть? Вот. Концептуализация для вас запланирована особая роль не просто копа, но представителя полиции искусства. Ладно. Я хотел посмотреть одежду. Майка. Еще майка. Блин, в джинсах завалялась одежда. В джинсах завалялась, блин, всякая прикольная штука. Жвачка. Можно жвачку посмотреть. Во взаимодействии. Но это потом. Ладно. Радио испускает странное жужжание. Это подняться наверх. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Для запастовки жетона нет, используйте мелочь. Еще, простите. Что это вообще такое? Давай используем мелочь. The already familiar, the machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Набрать случайный номер, пусть мышечная память все сделает за тебя. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Это мы набрали номер нашего дома. Calling. Calling. Still calling. Then. Video Revachol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. How may I help you? Миллиметровые пленки только для домашнего просмотра. Меня зовут Леми. Что за место? Video Revachol is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. Нет, я имел в виду, что место, значит, для меня... Ты меня знаешь? Почему я тебе позвонил? Так, ты меня знаешь? No. Нет, я имел в виду, что это место Sir, значит для I меня. don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here.
Почему я тебе позвонил? Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? Может быть, но я даже не знаю, как меня зовут. If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager and Main. I can't help you over the phone. Are we done? The call is terminated by the other party. You're left with the discomforting sound of the disconnect tone. Ясно. Так, что у нас еще здесь? Ну, я здесь больше ничего не вижу, я вижу только вот это. The file cabinet stands the drawers. Вроде ничего больше не подсвечивается. Подожди, а здесь бутылки, может быть, будут где-нибудь спрятаны, не знаю. Давай инструменты возьмем. Меня слышно вообще? Раз, два, да, слышно. Нету ничего. Да, ничего не вижу. Может прочитать вот это? The face of King Freecell smiles at comrade. As you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du cristal a la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Ким, кажется, это коммунистический журнал. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Международное положение. Хочу знать, что творится в мире. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Sebenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. Ясно. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before Журнал you. особо ничего, но я вот думаю, типа, читать журнал, чтобы понять, может быть, что-то об этом лидере. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Why they decided to title this one section in Volda is beyond you. It evokes a sense of recognition and fellowship among those privileged enough to understand. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Типа турне, критические музыкальные взгляды. The Tip Top Tournée is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. In Revachol, it's held quadrennially on the prestigious Zero Carousel racing circuit. Прочитать СЧ. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. Ладно, посмотрим, что эти коммунисты говорят о тип-топе. You think you're settling in
for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip-Top Tourney. Погоди, Тип-Топ что-то не так? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. So, all of it, basically. Погоди, а кто это написал? Что плохого в спонсорстве? А что плохого в катастрофе? С ними только смотреть интереснее. Погоди, а кто это написал? Oddly enough, this article has two bylines. Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. Ису Экселс. There's no way those are real names. Стоп, почему это не настоящее Have you имя? ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. More than that, they're likely anagrams. А что такого плохого в Under спонсорстве? capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. Верно, но потом ты видишь, как они разбиваются. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Ну нет, я лично уверен, что мне действительно нравятся гонки. Ведь и правда, меня действительно интересует там только насилие. Не, ну давай гонки. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. It's the stilted language and overconfident tone that's the real giveaway here. You're almost certainly reading a recycled university essay, one that could probably use some edits. Не могу поверить, что кто-то решился напечатать этот бред. Наверное, я об этом никогда не думал. Так, я кое-что быстренько подкорректирую. Давай. Armed with Lena's friendly green ape pen, you spend entirely too much time writing constructive feedback in the margins of the page. By the time you're finished, the original article is nearly illegible. You know, most people would just write a letter to the editor. Or even better, just leave it be. Или даже лучше оправдать он себя. Вообще бы ничего не делали. Ким, ты не поверишь, как плохо написаны некоторые из этих статей. Ким, в этой статье говорится, что никто на самом деле не смотрит тип-топ турне ради гонок. Come on. Can this article read your mind? Что статья может читать ваши мысли. Но, похоже, она на это претендует. A certain kind of young man reads one or two books and suddenly thinks he understands the secret structures of reality. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I'd take whatever they write with a large grain of salt. You flip back to the front of the magazine. The table of contents Посмотреть, unfolds что они before имеют в you. виду под местными вопросами. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Ого, 20 минут. Martinez tames the 20 wild минут уделял. pines. A city in revolt. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their Это rent. коммунисты. Надо было истребить их поганое племя, когда было возвышение. Если бы не Wild Pines, то у всех этих бездельников просто не было бы работы. Брать деньги просто за возможность где-то жить действительно возмутительная практика.
Я думаю, что для всех было бы лучше, если бы пролетариат или капиталисты смогли бы прийти к какому-то разумному соглашению. Почему меня это должно волновать? Это не имеет отношения никакого... Это не имеет ко мне никакого отношения. Это 4-й, наверное. According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Я что закрыться? Judging from the context, it's something very large and fundamental. You should probably know about it already. When you flip back to the front of the magazine. Ясно, ничего интересного. Только время потратили. Ладно, пойдем наверх. О, наша куртка. The tarpaulin cloak is still hanging on the railing. The white rectangle of the Revachol Citizens Militia is clearly visible on its back. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. I will shield you from the elements and give my life for yours. That's what the cloak is relaying. Окей. Что тут? Для сбора дождевой воды. Друг мой плащик, подскажи. Полицейская волна. Возвращение на улице. Знай свой район. +1 трепет. Давай оденем. Мыслей нету никаких. Подожди, а полный комплект моей стандартной одежды, получается, выглядит... нет, она верхнюю одежду просто заменяет на этот плащ. Ладно, идем. Вот мы и в доках. О, бутылки. Что? Так, сигареты, бычки, здесь пачки 3 не меньше. Нормально, тут бутылок можно собирать. Множество пустых бутылок из-под красного командора и пильзенер крепкая. All those empty wine bottles and cigarette butts on the ground. Здесь не слабо отжигал. Really, really hard here. Погоди, насколько не слабо? Well, they went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. It must have been pretty. Это все я? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Что это было? Это весьма печально, видимо, мне было очень плохо. Похоже, я неплохо повеселился. Я все еще не до конца уверен, что это моих рук дело. Я, должно быть, выполнял какое-то серьезное разведывание в порту. Это все печально, видимо, мне было очень плохо. Yes, this scene isn't exactly ripping with joy. Let's just move on. Вот, забираем бутылки. Нормально, все бутылки будут наши. Еще бутылка. Есть. Больше ничего нету. Это куда-то пройти. Здесь можно... Нет, здесь нельзя спуститься. Ну еще можно вот туда посмотреть. Что? Вокруг неподвижные гигантские машины. Во. На контейнерах нарисованы белые сосны, как будто заснеженный лес. Это сосны? Это как будто какие-то каляки-маляки. Ну ладно. Wild Pines, да, но в принципе понятно почему так называется. Угу. Можно подергать
рукоятку. Это. На платформе видна потертая надпись «Квалсунд». Что это такое? Ага. Нужно деньги взять. А на орданском «Квалсунд» означает фьорд китов. Фьорд? Так, подожди, я хочу понять, что такое фьорд. Фьорд. Узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив. Ну короче, залив китов. По сути. Я такое слово не знаю. Ладно, давай спускаться. Тут еще вот есть проход. Подожди. Я хочу проверить, во-первых, вот эту штуку. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked marsh and arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsh. On. Arrête. Off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Его цель о чем? Какая цель? Moving this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted. And now it will rest. I can't see how that was worth the records, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Давай уйдем, сохранимся на всякий случай и нажмем The crane does not return to its original position. It does not move at all. No screech of metal. Ясно. Видимо, я должен был нажать, чтобы активировать и сделать себе какой-нибудь проход. Нет, я не могу по контейнерам. Или могу по контейнерам пройти? Нет, не могу. Куда это ведет? This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. You need to rest. Your body is aching. Getting in here has taken something out of you. Have a seat. Ким, я быстренько осмотрю, что там в If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man is young, dark-skinned, and dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is smiling playfully at the camera. Why did you take that? Спрашивает лейтенант, глядя на фотокарточку. Этот человека чего-то притягивает мое внимание. Возможно, это очередное стороннее дело. Я же Коба, у меня инстинкт собирать улики. Я собираю фотографии для художественного коллажа. Давай первый. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Ладно, давай попробуем. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Подскажи что-нибудь, что может помочь. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Ким, ты не против, если заберу себе лекарства? Прочитать про побочные эффекты. Maybe this was a bad idea.
Чё? Ох, я даже не знаю, с чего начать. Повышенный риск слабоумия, микроинфаркты. Ким I'm not here to tell you what to do, detective. забрать You энергетики. take the painkillers. They are yours now. You stand and exit the booth. Обшарили будку. This is the night. Ладно. А потом я получу по лицу, да, за то, что я будку ограбил. Так, давай сохранюсь. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Ким, мне кажется, необычный контейнер. Is this like your thing with that wall again? Нет, это совсем другое. Я не хочу его раскрашивать, он просто меня притягивает. There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Этот был подвешен на кране. Не знаю, Ким, я просто чувствую, что он особенный. Может быть, в нем контрабанда? Может, в нем контрабанда, ты прав. There may very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with containers. We are here to interview the union boss. Постучать в No дверь, reply. открыть You дверь. attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Чё? Убедить дверь открыться? Что? Прожил в этом мире 2 дня. Набор 12-гранных костей сирена. Что, блин? Уговорить дверь открыться, да. Ну, кажется, если это контейнер, который будет тоже сюжетно иметь какой-то... как сюжетный вес в будущем. Монеты. Громкоговоритель не издает ни звука. Сейчас расположенные ниже верфи работы не ведутся. Окей. Привет, контакт. Ага. Из раскинувшейся перед тобой пропасти исходит мускусный запах топлива и ржавчины. О, перчатки. Флан серии ультра. Жди, что перчатки эти делают? Для максимальной функциональности эти перчатки от Флан серии ультра лишены пары пальцев и снабжены несколькими защитными вставками на ладонях. Их очень удобно... В них очень удобно ползать на четвереньках или таскать тяжести. Ясно. Не, мне нужны техника нужна. Термос промышленных размеров пахнет горелым кофе. Нормально, тут деньги везде находим. Баннер растянулся под весом дождевой воды и снега, белые волны на красном. Белые волны на красном. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Ну, ясно. Местный Noise MC. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. Фотография со времена на Мунде. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Тщедушный мужчина так увлечен работой, что не замечает тебя. Привет. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? Бойцом. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Что вы... по его добродушному лицу пробегает тень. Что вы имеете против антистанчиков? I mean,
I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Он ждет твоего ответа. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Просто кое-кто из наших не очень жалует этих антистанчиков, если вы понимаете, о чем я. Так, ты Уби, верно? Что ты делаешь с контейнерами, где все? В порту никого нет. Ты здесь работаешь. Это ты, тот Лео, который написал записку, что нужно сделать больше плакатов. Что он в том контейнере? Указать на контейнер, подцепленный краном. Я разыскиваю председателя профсоюза докеров. Да, в порядку. Ты Уби, верно? Oh yes, born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. Мне нравится, что в русской локализации пишут. Он говорит мистер, а в русской локализации написано господин хороший. Мне это нравится. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Thank you for clarifying that, sir. Что ты делаешь с контейнерами, где все в порту? Давай по порядку. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Чтобы, значит, с крана их... Он машет в сторону возвышающихся за его спиной контейнеров. Что тут происходит? Посмотреть на возвышающуюся за спиной гору контейнеров. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. Это довольно масштабная операция, Ким. Лео, а кто-нибудь объяснил тебе, зачем перекрашивать контейнеры? Это довольно масштабная операция. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Лео, а кто-нибудь объяснил тебе, зачем перекрашивать контейнеры? No, not really. Miss Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Спасибо, Лео, ты очень помог. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. А где все? В порту никого Oh, нет. most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Он наклоняется вперед, будто делится We're секретом. on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Он But задумывается. Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Он замолкает, но по его виду ясно, что он хочет поделиться подробностями. Какую такую заварушку связались этот Тит и его друзья? Понял, хотел обсудить еще кое-что. Нет, давай спросим. Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Бывает, клонится тебе. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Я слышал, как господин Эврар говорит им, чтобы отдохнули немножко. Но что именно они сделали? Правда, они кого-то убили? У меня есть еще один вопрос. Но что именно они I сделали? guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Прям как Let's я. keep this on the heart ease. Он оборачивается к тебе и ища Look поддержки. at him. It's not going to be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. Разошлись чутка. Лео, в какую драку они ввязались? Это они убили наемника? Ладно, Лео, давай послушаем про твою драку. Давай так. I remember I was the runt of the class.
The bigger boys always used to Yes. pick on me. You see, I had a bit of a temper back in the day. Flew off the handle like nobody's business. But Mr. Everett and his brother always came to help. Once they beat old Noel Becker so bad he needed stitches on his head. Noel never started another fight with anyone after this. Mr. Everett and Mr. Edgar are real nice guys, mister. You should go talk to Mr. Everett. I'm sure you'll be good friends. He's friends with everyone around here. Bye-bye now. Давай я сохранюсь на всякий. Новое сохранение. Так. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. And lots of folk really did keep coming back. Лео, так на будущее можем сократить приветственные речи? У меня к тебе несколько вопросов, если не возражаешь. No trouble at all, mister. No trouble at all. It's Давай like, look, сейчас we're on a... 5. So, No, but Titus and his boys got into some drug. Oh, him and his boys stirred up something in town. Правда, никого-то No, I убили? don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. He probably doesn't know anything. Так, ладно. Загружу сейчас снова. Я хочу просто посмотреть, какие там реплики еще есть. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to... No trouble at all, mister. Где No trouble at all. порту Oh, никого we're on... нет. No, but Titus and his boys... Oh, Что, him and his друзья? boys stirred up... Что они I get сделали? easy. Look at him. It's not going to Зашлись? be too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This now he's talking about some drunk sawmill owner who... No. Мы очень... Я, вернее, очень хорошо прошелся по его словам. Отлично. Так. Oh, hey, mister. I knew you'd be back. No trouble at all, mister. Ты здесь работаешь? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Он поднимает руку, приветственном жесте. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town. And Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Левая, правая. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Дама. Он снова добродушно усмехается. Мне нравится who этот is мужик. this, Miss Beaufort? Я поднимаю глаза A налево. real pretty lady with a skin like those doué sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Погоди, что за мисс Буфор? По-моему, ты отлично справляешься. Я могу слушать радио весь день. Здесь так. Да, я уверен, что здесь бы все развалилось, если бы ты не начищал начальству ботинки, Лев. Погоди, что за мисс Буфор? Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. He respects that word. Очевидно, он уважает это слово. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Но жена не может иметь детей. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Он вздыхает и затихает, глядя на тебя своими кроткими, пронзительно-голубыми глазами. Law school. Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? Также известная как садовница. Так значит, это посредница профсоюза садовница? Looks like it. I'm not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip too. Чудесный мужичок улыбается своей
обезоруживающая улыбка. Telling the gardener you know her name might throw her off. Perhaps something to consider later. Это ты, тот Лео, который написал записку, что нужно сделать больше плакатов? Так, давай-ка лучше сохранюсь, чтобы не испортить диалог. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with... No trouble at all, mister. No trouble at all. Этот Лео, который написал. Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. И я про борщ чуть не забыл. А что там про борщ? Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm. Что? Подожди, какого... Это сейчас что было? Почему у меня скипнулось? Oh, hey, mister. Так, давай, раз. No trouble at all, mister. No Это trouble. ты? Oh, yes, А yes. что за борщ? Oh, yes. It's very, very good. Makes Ой, a man feel что-то so warm and скипнулось. happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, ношу этот суп ребятам, он для бастующих? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Погоди, как кто в танцах трепею готовит? Что-то с этим борщом не так. Я выясню, в чем дело. Давай, погоди, а что... Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Что с этим борщом не так? Я выясню, в чем дело. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Так и сделайте. He didn't actually understand what you meant, and now he's just nodding along. Так, давай-ка. Ну, понятно, я так и думал, что с Oh, борщом hey, что не mister. так. I knew... No trouble at all, mister. Что на No том trouble контейнере? at all. It's Так, like что that у old нас тут saying по времени и goes, по... wisdom withers if not Нормально все. shared. And old Leo is always up for sharing. Так, а звук игры вообще есть? Сейчас окажется, что я все это время... Нет, звук игры есть, все отлично. Что в том контейнере? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Я разыскиваю председателя профсоюза Oh, you докеров. want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Точка, все вы. Он откашливается и продолжает. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Погоди, полегче, Лео. Я просто хочу знать, где мне их найти. Oh, Mr. Everett is where he always is. In his office, of course. Угу. Так, окей, спасибо тебе, Лео. А, тут сразу проход идет. Ой, извините. Сейчас чихну. Что-то расчихался, блин. Так, окей. Погнали. Это кофе. Кофе в этом огромном термосе еще теплый. Лестница из поддонов ведет наверх. Что происходит? Рыба. Чучело рыбы, из которого сделали часы. Ну вот, все. На этом месте я в прошлый раз, когда играл, я здесь остановился. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Катается.
валяется на кресле. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Вы руководите портовыми рабочими. Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Он указывает на крошечный стульчик напротив своего огромного стола. Кстати, голос у него похож на этого, на Гарта. I'm Everard Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. Он расслабляется поудобнее, устраиваясь в кресле и I'd offer продолжает. you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. You go ahead, detective. Лейтенант кивает сначала тебе, а потом на стул. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Почему вы называете меня господин Дюбуа? Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. Никогда не сужусь с ним Very все. well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Он кивает, его многочисленные подбородки колышутся, будто океанические I, волны. too, have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must ask you to leave. Он снова переключает внимание на печатающую You're no машинку. Titan affiliation, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Нет у тебя титанической силы воли, брат. Он припер тебя к стенке. Садись или уходи. Тихонько уйти. Теперь давай к нему придем опять. Mr. Dubois, I hope time is on your Я side this постою. time. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized Ладно, manner. хорошо. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you are a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Ну-ка, подмигает. Сохрани серьезность. Постарается подмигнуть в ответ. Черт, жутко неудобно. Сохрани So серьезность. tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? Чего? Подожди, what the fuck? Как мне здесь не сдохнуть? Mr. Dubois, I hope time is on your side. Please, Mr. Dubois. Ага, Excellent, присядем. Mr. Dubois. I can see. Чё-то So судя tell по me, нему. how can the head of the Debarders Union? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. Он указывает на небольшой чек на столе. Он просто до смешного огромный. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Он указывает снова на чек. Wow, that's 25 real. That's good money. You Так, need вы знаете Гарта? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Мне не нужно это, оставьте себе. Можете взять этот до смешного огромный чек и запихать его себе в жопу. Не, мне это не нужно, оставьте себе. Okay, okay. I respect a man with principles. No handouts then.
на своем столе, в животе и еще глубже проваливается в кресло. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. When he said, "Don't worry," he actually meant, "Be very worried." Откуда вам известно о моем прошлом пистолете? Я не волнуюсь, все схвачено. Я буду благодарен за любую оказанную вами помощь. Давай первый. I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. Everything's going to be all right. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be... It was loaded. There were 2 bullets in it. Стул просто орудие пыток таким. Повернуться к нему. Officer, we will deal with this later. We don't Нам need нужна Mr. помощь Clare's help господина with Клэра. this. I wouldn't be so sure about that. Ты издеваешься. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois, he keeps repeating? What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Толстяк щелкает пальцами, но все бесполезно. Ты впал в какой-то ступор. Продолжить стекать по стулу, как алкоголя. Нет никакого Гарри, уходи в себя, там безопасно. Mr. Что? Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Не, мне Mr. хорошо. Dubois. Лучше не бывает, господин Дюбуа. Помахать руками над головой. О, да, чувак, мне просто продолжить стекать по стулу. Честно говоря, этот стул не очень удобный. Я бы не отказался от стакана воды. Сесть прямо. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick, here's your window. Get yourself Совершенно together, соберись ask и начни questions. задавать им вопросы, Police полицейские officer вопросы. questions. До меня дошла информация, что профсоюз занимается торговлей наркотиками. Я только что закончил расследование местной сети наркоторговцев. Не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Вы назвали меня господин Дюва. Почему? Давайте поговорим о моем пропавшем пистолете. Я хочу поговорить о повышении, о повешении. Я расследую ваше подозрительное варево. Я встретил Джойс, она представляет компанию. Что находится в контейнере, что снаружи. Так, до меня дошла информация. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? В самом деле, собираетесь Your расследовать? reaction appears to be sincere, but it's impossible to tell with this guy, honestly. Без комментариев. Harry, you wound me, Harry, in the heart. But I trust you to put this to bed. Do what you must, and let's change the subject, shall we? He's hiding his real reaction beneath courtesy. Thank you for your understanding. We will continue to do what we must. Мы продолжим делать, что You должны. too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. I'm a Harry guy. None taken.
Did we have anything else to do here, Harry? Нам еще что-нибудь здесь нужно, Гарри? Я только что закончил расследование местной сети наркоторговцев. Не хотите спросить меня? Ah, yes. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now let's talk real business. Actually, Rivershell doesn't have a mayor. He refuses to discuss it further. It's probably just a Ну, это просто мелкая неприятность. Так, не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Вы, давайте так. Давайте поговорим. Я хочу поговорить по вешании. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Блин. Вот, кстати, тут, я так понимаю, его сделали, этого персонажа, так, что, чтобы ты ему не говорил, тебе постоянно нужно будет получать урон. Потому что он, типа, скользкая крыса. И он здесь, ну, точно не играет не самую главную роль, он, скорее всего, какой-то посредник в этом. Вот. И он будет нам ставить сейчас палки в колеса постоянно. Так, ладно. Промолчать. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Несколько дверей я за свою жизнь открывал. У вас ложная информация. Это не про нас. Так, я не могу нормально вообще. Ким, это правда? Мы машины по открыванию дверей, давай. I'm not sure I understand. If you're asking us to break down someone's door, it's not going to happen. То ничего не Come будет. now. I just need you to go open a little door for me and leave it unlocked. A simple thing. Absolutely nothing shady about it. Союз ничего подозрительного. An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. О, его, ну блин, драма мне тут советуют. Чья это дверь? Почему бы вам самому не открыть эту дверь? Уверен, вы даже ничего не знаете о повешении. Черт, ладно, я займусь этим. Нам нужно поговорить об убийстве. Принять задание. Я не могу. Задание. Да. Блин, надо нам ему делать или что? Не знаю. Я не буду, наверное, так. Почему бы вам самому не открыть эту дверь? Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You look like you could run around all day. You want to send someone a message that the police are working for you. Ага, да. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Мы теперь знаем, как нас зовут. Нас зовут Гарри Дюбуа. И чья это дверь? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Что вы имеете в виду? A loud blabbering weasel.
When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Он снимает очки и протирает переносицу. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Обсудить с вами важные дела. Он снова надевает очки. Уверен, вы даже ничего не знаете о повешении. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinez. Я не могу на это Of согласиться. course, Harry, I understand. But if that's the case, I don't think we'll ever find your gun. Even worse, we won't be able to speak like equals about the murder. Perhaps this was just bad timing for you. Know that you can always come back to me. I really hope you do. For your sake, my Ради sake, вас and for your gun's sake too. найдем Yes, we пистолет. both understand what you meant. This may be the only way, he thinks. I won't hold it against you. In fact, we probably should reconsider later. Правде говоря, нам, наверное, стоит об этом подумать. Не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. Я искренне верю так. Не стал я никаким последовательным, я просто выслушал некоторые его мысли. Это был тактический прием, мне нужно было как-то сюда добраться. Это не значит, что я теперь расист. Просто так я искренне верю в свою загадку, поэтому очень рад такой возможности. Надеюсь, однажды я смогу внести свой вклад в дело. Нет, это был тактический прием, мне нужно было как-то сюда пробраться, это не значит, что я теперь расист. Не стал я никаким последователем, я просто выслушал некоторые его мысли. Давай третий. Of course, Harry, of course. You're not some kind of a fantastic racist now, and rest assured, no one's gonna hear about it. No one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me. Word of how racy it got will never leave Martinez. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to Как express жубаная it. крыса. Вы назвали меня господин Дюбуа, почему? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. That's what the hanged corpse called you. Harry. Так это и в самом деле мое My имя. God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Пожал плечами с выражением крайнего удивления на лице. I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. С моей памятью все в порядке, я просто So повторяю. good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I can help you out with my big fat folder. Words flow like a river of honey from his lips. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Лейтенант смотрит на Эврара поверх очков. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing Подожди, у first. нас есть для драмы... Ай, блин, нельзя изменить. Давайте внесем ясность. Мое полное имя. Вы знаете что-нибудь о моей семье, если у меня жена, и что потом сказано так. Снова присмотреться к папочке. Уже читал документы в папках. Это красная проверка. Давай попробуем. Ну, пожалуйста, получись. As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pets it. He's hiding it from you because it's not a real RCM folder. It's just another one of those brown folders you saw in the file cabinet. Эта папка не из РГМ. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. You should do something about them. Нам следует ими заняться. He got the name from the Census Bureau, and everything else
from your actions here in Martinez. Yes, yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man, so is there anything else I can do for you, Harry? That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you. Ну это хорошо, хотя бы мы сами узнаем. Так, беру перепись населения, утверждает, что мое имя Гарри Буа. That's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Сменим тему. Давайте поговорим о пистолете. Я расследую ваше подозрительное варево. Я встретился с Джойс. Что находится в контейнере, что снаружи? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbor. I couldn't possibly Особенно он был remember what's in прикреплен all к of крану them. клавал Сунд. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. Ёпрст. Wait. You need this to get in and out through the gate. Спасибо, я как раз думал отсюда выбраться. Отлично, не хотелось бы здесь застрять. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Так, давай-ка сохранимся. И поговорим с ним. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Я встретил Джойс, она представляет компанию. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. То есть у вас сложилось хорошее One thing отношение. I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Yes, Просто друзья. we're all trying to do what's best for Martin 8. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. Я человек не ревнивый. Что случилось с предыдущим переговорщиком Гамоном? Джой сказала, что предыдущий председатель профсоюза исчез при подозрительных обстоятельствах. Почему вы не пустили ее к себе? Давай первый. What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Во время прошлых переговоров он заставил компанию пойти на уступки. Зачем отпускать такого союзника? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Вы назвали его карликом. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Почему вы не If пустили? she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a Кто bad сказал, что предыдущий negotiator. председатель профсоюза исчез при Vanished? подозрительном? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Когда она вернулась, все уже закончилось. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Погодите. Давай, забавно, Джойс не поняла Harry, никакой. Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. В душу. This particular brand of humor he has, it makes for a fine distraction. Ладно, сменим тему, подвести итоги. Давай, Джойс, давай. Wait, there was Тогда no... еще один Yes, вопрос. please, Harry. Ладно, сменим Of тему. course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share any... I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. Расскажите ей обо всем.
Враг ничего не имеет против. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Довольно интересно рассказывать людям друг о друге, правда? Было весьма приятно сказать ему о ней. Так, давай See выйдем. you soon. Сохранимся. Mr. Dubois, a pleasure Я as расследую always. ваши подозрения. Так, You давай don't have поговорим to о sit пистолете. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Возможно, он даже держит твое оружие в заложниках. Погоди, а может он держать мой пистолет в заложниках? Погоди. Пистолет могли выкупить из ломбарда Роя. Ваши люди это учли? Я не поддамся на этот пистолетный шантаж. Меня не волнует мой пистолет, ставьте его себе. Вы хотите сказать, что я должен что-то для вас сделать, чтобы вернуть свой пистолет? Погодите, пистолет могли выкупить из ломбарда Роя. Ваши люди это учли? Yes, thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have indeed factored in that you pawned it. Now, please, let the professionals do their job. Kick back, Harry, relax. I have great guys on this. You focus on what's important. Building our relationship for the good of Martinez. It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. Возможно, он действительно не вешает тебе лапшу на уши. Я не подамся. Так. Вы хотите сказать, что это... Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. Of course. I understand. We help you, you help us. Я расследую ваш I подозрительный don't варил. know what that means, Harry. Shady brew? There are so many moving parts in my operation, I can't keep track of them all. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. Just one thing. If you can, make it even shadier. He sincerely has no idea what you were talking about. Так, что у нас тут? Особый борщ, окей, мы с этим разберемся. В татуировках найти перчатки из окей, геологическая птица. Что? Ну это на книгу. Найти все элементы брони. Книга повешенного, найти Морелла, кто зовут, ну это потом. Сделать эту сторону, эту стену еще прекрасней. Вроде так, где остальные части? Найти, выпейте, можете подать тест, удостоверение, мусор. Где пистолет? Стой, подожди. Y. Откройте мусорный бак, прочитайте. Найдите свой пистолет. Ну понятно, потом надо будет найти пистолет. Так, что у нас тут есть? Ким, давай выйдем сейчас из этого помещения, от этого товарища. И теперь, Ким, поговорим с тобой. Yes? Ну ладно, ничего не поговорим. Этот дедушка у нас что-то расскажет. Oh, hey, mister. And no trouble at all, mister. No... No trouble at all, mister. No trouble at all. Так, может быть, все-таки с тем контейнером поговорить, убедить его открыться. Это что, реально сработает? Открыть
контейнер голосом. You're back before the cargo container. Its drawer has not No lessened problem. since you were last. Why Ну, are слушай, не you удастся, да? trying to open a door with rhetoric? Почему ты вообще пытаешься открыть дверь, используя риторику? Потому что силовое воздействие здесь неприемлемо. Because what wasn't an option? Использовать тело, а не разум. Now is not the time to get philosophical, detective. You can do that after hours. Давай сейчас на отдельное сохранение сохранюсь. И попробую прокачать риторику. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. В этом мире 2 дня. Ну, понятно. Тут, в общем, чем позже, тем лучше. В общем, я этого даже пытаться делать не буду. Да. You're back before the А, я cargo. уже пытался. Так, стоп. Квиксейв, вот. Это уже после разговора с товарищем. Пистолет уже готов. Пистолет готов. Все. Ой, блин, а я забыл посмотреть звук. Ты что написал? Так, стрим, пожалуйста, заработай. О, отлично. Так. Идем тогда гулять. С контейнером мы ничего сделать не можем. Нам теперь надо поговорить с Джойс. Погнали. — 14:50. Так, сколько времени это? Ну, еще 20 минут можно. Головомер. Другой. The unpromising race pupil. А, ничего интересного. Вот антистанчиком, блин, хочется поговорить, но мне кажется, что такая себе затея ему что-то рассказывать. So, how'd you like our harbor? Понравился тебе наш порт? You've been in there, he means. Ну, это виду, что там Talked to the boss man too, probably. настоящая трудовая утопия. Полное дерьмо. Было очень мило. It's but a rest area on the path leading across open plains. Замечательно серьезно, а потом поворачивается к тебе с улыбкой на лице. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Есть мысли о том, кто убил The повешенного? mercenary, eh? Who could have killed Зачем? him? Кто That's мог simply его the убить? question. В чем Who even вопрос? do such a thing? Наемника повесили очень... Порт — это место, которое попадает под подозрение в первую очередь. Как ты считаешь, доки размешаны в убийстве? Наемника повесили очень специфическим грузовым ремне. Такие используют там, где нужно работать с тяжелыми грузами. В порту, например. Давай второй. What a thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Подтолкнуть как? Your dead guy was an enemy combatant. Погоди, что это значит? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Это вы его I am убили? the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. He's not lying about not doing it himself. Understood.
This has been of limited use. Still, thank you. Лейтенант делает себе какую-то пометку. No problem. I wish the best to you in your search. Хорошо, мне пора бежать. Так, Ким. Мы узнали информацию про нашего, профсоюза этого. Такой себе мужик, конечно. Мы можем теперь наехать на Гарта, можем наехать на этого повара, можем наехать на нее. Так, а у тебя про эти, Oh, hello, dear. про криптитов. Нет, криптиты пока не нужны, я потом ночью сам без Кима поспрошу тебя, если останешься, конечно. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. А что это за борщ ты варишь? Лео сказал, ты друг Маньяны, это правда? The mention of Manana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Ну, короче, он знает. He falls silent again. А что ты знаешь за борщ? А что ты за борщ варишь в казенном большой The кастрюле? man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. I'm pretty sure he asked you a question. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Он не знает твоего языка, можно просто сказать что-нибудь крутое. Меркурий выходит во второй дом. Простите, я вас не понимаю. Just one word. Sounds quizzical. Then he awaits your answer with his brow arched. Потом он поднимает бровь и ждет твоей реакции. Нет. Horse need more vodka? Мужчина смотрит на суп, потом на тебя. Больше водка, он берет с полки бутылку. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Кивнуть и покрутить пальцами по часовой стрелке. Побольше водка. Нет, не надо водка. Покрутить пальцами против часовой. Если тебе пожать плечами, у меня было... Хорош. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Так, про борщ мы узнали. Найти комплект добрения, найти. Ай, водки, блин, накидали. F5. Can I help you? Чего? Так, с ней я пока не хочу ничего иметь общего. Behind the dockworkers, a ceiling, you see 2, maybe 3 bushes, grown. Еще не время, а когда будет время, блин? Ух ты, ёп! Стойте-ка! Там мадемуазель на крыше появилась. А ну-ка. Она, наверное... Блин, ну она явно играет тут большую роль. Не могли они добавить просто персонажа этого. Просто так. The door is closed. This door still, the lieutenant gives you a quick. Угу. Таким, давай-ка... Что?
Так, это чё? Ким старается не смотреть на сломанную дверь в ванную. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid. Извини за все это. Такой мой путь. Вот тут и творится волшебство. Молчать, стоически тянуть. Извини за все это. No problem, officer. Словно хотел бы уйти. А, стой, подожди. Она синим горит, эта дверь. Может быть, ее можно открыть? Нет, ее нельзя открыть. The bed is still cold. Пока не время отдыхать, понятно. Кстати, я уже могу The включить... fan stands. The lights are on. Потянуть за лампочку, The ладно. lights. Потянуть за The вентилятор. switch must be broken. Ничего не могу, мне все равно по мозгам дает. А, это дверь в комнату Кима. Окей. Так, пока я с ними не хочу говорить, я хочу пойти поговорить, например, с Джоус... Блин, как ее там? Джойс, по-моему. You're back. Good. What can I help you with? Кстати, я говорил с Эвером Клэром. You have. And how did you like Mr. Clare? Он прекрасный человек, прекрасный и справедливый. Мне он понравился. Эвер Клэр — герой рабочего движения, это мой кумир, которому я присягну жизнь на верность. Жирный социалистский оппортунист. С ним можно иметь дело, он довольно вменяемый для социалиста. Определенно не мой кумир, я верен вам и сокам капитала. У меня сложилось ощущение, что международное сообщество его не одобряет. Какая разница, ну, это седьмое. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually, corruption. That's how he's done it. Fantastic, worm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. Она бросает взгляд на землю и The кивает. position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt worm myself. Она поворачивается к However, тебе, if you однако, felt если... like discussing something, how could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say Честно about говоря, these было бы things. очень интересно послушать, что она скажет об этом. Мы дали мне денег, не покажется ли это странным, я имею в виду, если я поделюсь информацией. Господин Эверар помогает мне в поисках моего пистолета. Помог ему сделать борщ. Мы дали мне денег, давай. Weird. Oh no. One of the positive things to come from the revolution is the unhindered exchange of information, you see, even when it comes to trade secrets. Which isn't to suggest our talks constitute corporate espionage. Even if they did, it would be fine. But they don't, since you log the money as a donation, and this is clearly just gossip between friends. The lieutenant might have, but I don't remember you logging anything as anything, Harry. Что ты говоришь, что зарегистрировал? Господин Эррор помогает мне в поисках моего пистолета. Oh. That's so
helpful. The lieutenant looks at you, and you can swear his jaw muscle is trembling. He's able to contain the anger and surprise. When I said be wacky, I didn't mean wildly, grossly irresponsible and damaging to the RCM. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу говорить про пистолет. Это... Да, я тоже... Блин, тут фиг поймешь, что ты иногда думаешь, что тебе ничего от этого не будет, а в других моментах можешь получить звездец какой-то. You're back. Good. You have. how did you Какая like разница, что я Mr. думаю, я Clare? просто выполняю свою работу. Of course, Detective. The RCM does not pick sides in this. I hope it doesn't come off any other way. Of course. And I don't expect you to share anything he told. How Это can I было. stop you? Intellectually speaking, it would Дай мне денег, так, the окей. lieutenant might have, but I don't remember you logging anything as any. Did you now? What sort of borscht is he making? Что же за борщ он варит? Его готовит повар, и это варево позволяет поддерживать определенный уровень алкоголя в забастовщиках, помогает им бастовать. The strike brew. That's a classic. And by turn up the heat, I presume you mean put more alcohol in it? У него есть, что... Я полагаю, под словами «сделать его еще горячее» вы имеете в виду, что добавили в него еще больше... Нет, вы не так поняли. Я просто ручку повернул вот так. Показать, как ты поворачиваешь ручку, уменьшая температуру. Beyond curious. I will choose to interpret that as you turning the alcohol in the strike brew down. For the sake of our professional relationship. Да, именно. And because I don't like the idea of them any more drunk than they already are. What else? Слушайте, я бы продолжил. Of course, Detective. Should something come up later down the road? Until then, is there anything I... Так. Wow, so someone's been a little boring. Что? Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. Мне нравятся стандарты и нормы. Слушай, я просто пытаюсь сделать свою работу. Тут ни к чему витиеватости. Чего ты пристаешь ко мне из-за того, что я недостаточно безумен? Да это вообще меньшая из моих проблем. Им я скучный? Возможно, на тебя. See, you're so regular and vinyl brown. He doesn't even want to talk to you about Мне it. нравится, Of конечно. course you do. And maybe some black shoes or a pristine white shirt to go with that. It's official. My lord's copper type is regular copper. I'll let everyone know. Погоди, то есть теперь это будет моим капотипом? Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even, a nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, Погоди. with the Так, usual почему нет? benefits. Отправляй свою телеграмму. Мне стыдиться нечего. Done and done. No actual communiques will be sent, of course. Так, а чё у меня... Подожди. X, так где тут... Есть 4, убито людей 3. В смысле имя неизвестно. Мы Гарри Дебуа. Коп звезда, коп апокалипсис, желтый коп, коп зануда. Ну из-за того, что 4 стало. Коммунист, фашист, моралист, ясно.
сохранимся в время. Ну, уже, в принципе, можно будет заканчивать. Хотя я хочу, перед тем, как закончить, я хочу пойти и разузнать... Так, подожди, что у меня тут есть вообще? Нет, просто нарушать не буду. Перчатки пока не знаю. Героическую птицу... А, можно героическую птицу пойти посмотреть. Найти все элементы брони. Найти повешенного, найти Морелла, ну это потом. Сделать сцену еще прекраснее. Проведите вскрытие. Узнать информацию о серийном номере. Это завтра. Закройте шлюз в среду. Это завтра. Где остальные части брони, пока не знаем. Найти спиртное выпить не будем. Найдите нарушителя ПДД. Это уже когда перейдем в другую сторону. Найдите свое удостоверение. Это когда перейдем в другую сторону, скорее всего. Ну или я не знаю, где оно будет. Кто сложил одежду в мусор? Татуировки жертвы. Это надо у антизанчиков спрашивать, но это звездец. Кто позвонил в участок, чтобы сообщить о убийстве, не знаю. Скорее всего, он написан. Да, написано, это может потребоваться время. Скорее всего, на следующий день. Найдите вход в потайной коридор. Хрен его знает. Когда это пойдет, спойте под караоке, пока не знаю, где катушка. Куришь на батоне. На балконе это сегодня. Ладно, пойду сейчас книгу почитаю. Посмотрю. Настоящее художественное образование. Обычный служитель закона. Смотреть не могу на это говно. Ладно, пойдем. $71 реал. Блин, мне нравится то, что... здесь еще можно поговорить с мужиками вот здесь вот. Я, в принципе... Ой, там что-то прогрузилось. Я, в принципе, всю локацию уже изучил. Со всеми, кем только можно было поговорить. Поговорил, кроме вот этих вот мужиков. Осталось только 2 персонажа здесь. Что? Воздух наполняет оживленный щебет и крики ласточек. Остается только 2 персонажа тут, с которыми я еще не взаимодействовал. Остаются 2 там эти... короче, банда этих мальчиков Харди и юрист. Можно сказать и имя ее, что мы знаем, кто она. Так, с своим товарищем тут все. Ну, по сути, да, мы здесь все уже следовали, там труп остается. В этой локации не так много осталось. Я хотел пойти в библиотеку. Давай. Дорогая мадам. Hello again, esteemed officer, and welcome to a book about cockatoos. There should be one upstairs, right next to the shelf of biographies. Так, вверху рядом с стеллажом о биографиях. Вот здесь, значит. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title, From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Листать. Turns out that there are so many different cockatoo species, Красавчик. and they all have behavioral problems. You don't have behavioral problems. That's garbage. You're cool. Хозяйка, а что насчет этого руководства по краду? It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. С тобой следит разозленная хозяйка магазина, да.
Подожди, 3,99. А сколько... Вот здесь, по-моему, книга... 7, 8, ёпсик, малик. Ну, пока я не буду покупать, нафиг мне пока книга в ходу. Что-то как-то дороговато. Это как я тогда ботинки, блин, купил, кроссовки за 50, блин. Потому что они 50 центов стоят. Гардом что-то еще можно узнать? По-моему, я пытался с ним говорить, и у него никаких реплик новых не появилось. Про борщ такая. Can I help you? Так, Лизи, привет. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Ты Лизи Элизабет Мисбофор? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes. In the way she stands. You caught her off guard. Ну, не ждал, давай дальше. Простак Лео рассказал про тебя. Он вообще любит поговорить. Нет. Харди, погоди, у меня есть еще вопрос. Харди? Погоди, у меня есть еще вопрос. No. Talk to Titus. Так, подожди, давай сохранение сделаем. I've got nothing to I suggest. Even though you caught her off guard. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. You set the pace and the topic of these conversations here. Establish that. A man like Easy Leo could have said anything. Он способен всякое простак. Не удерживайте сир. Любая ложь сойдет за истину. Он сказал, Эврар отправил тебя изучать юриспруденцию. Он сказал, ты должница Клэра. Он сказал, ты в профсоюзе, посредница. Дела делаются посредством тебя. Он сказал, ты сладкая двигателевая машина смерти Эврара мне. Он сказал, ты в профсоюзе, посредница. Дело через тебя. Don't make this personal. A very minor. I Even though you caught her off guard. Push her some more. You are not. You said that a man like Easy Leo could have Сказал, said ты должен anything. I скоро. represent the union and these men here. A very. Even though you caught her off guard. You are. You said a man like Easy Leo could have said. I represent the union and. A very minor victory. I suggest. Even though you caught her off guard. You are not. You said that a man like Easy Leo could have said anything. He said no such thing. This isn't about me. Calm down, everyone. Let's stay professional. Dirty tactics, officer. Ясно, мы наговорили много чего. Теперь с Харди. Ну давай. Вкладывай широкоплечий мужчину, укажет на тебя банка пива. Detective. Лейтенант дает понять, что оставляет это тебе. Сперва нужно поговорить о твоем поведении. Нужно поговорить о повешенном за ним дворе. Так, ладно. Я загружаюсь на вот эту дату. Ну и все, короче. Я думаю, здесь можно уже закончить. Спасибо всем, кто смотрел, кто будет смотреть записи, если будут, конечно. Всем спасибо. Хотя, наверное, сначала скажу, что здесь узнал. Пока мне игра, в принципе, нравится, она разгоняется потихоньку. Не быстро, но потихоньку. И в итоге сегодня встретились с этим профсоюзом, лидером профсоюза, и много от него чего узнали, но он, блин, крыса гребаная. Он пытается на нас давить тем, что мы пистолет потеряли, и я, блин, тупанул, что Джойс рассказал. Ну, ладно, перезагрузился, пофиг. Да.
принципе, у меня мысли, что вот тот мужик, который стоит на входе, он, ну, этот ассистантчик, он еще сыграет свою роль. Но к нему идти и спрашивать про татуировки, это, кажется, дебилизм. Ну, не знаю, может быть, я и пойду. А так остается еще дело рассмотреть, поговорить с теми людьми, поговорить с теми людьми, которые на пристани. В принципе, не так много здесь осталось. К третьему дню, я думаю, уже все сделаем в этой части, и в третьем дне уже пойдем в новые локации. Там уже будет продолжаться все дальше. Надо еще с этим контейнером поговорить риторикой. Ну ладно. Хорошо. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.